Добрый вечер. Здравствуйте, Лазарев Анатолий, Первый канал. Скажите, пожалуйста, какая у вас сегодня главная эмоция? Как настроение и какие планы на завтра? Главная эмоция – благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать, вся моя большая расширенная команда, и я, ваш покорный слуга, будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор. У нас есть все шансы добиться конкретных больших результатов. И они были, в самый разгар предвыборной гонки случилась история со Скрипалем. Вот как вы видите отношения России и Европы в дальнейшем? Это партнер или возможный главный оппонент? Что касается вот той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, об этом просто надо это понимать. Это первое. Второе, у России нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, мы сразу об этом сказали, готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим. Но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы. Ну а что касается в целом, и, конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Ну, просто немыслимо. Вот. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти сложности, мы готовы к работе к совместной, готовы к обсуждению любых вопросов и к преодолению любых трудностей. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас, ладно. На выборах была большая явка по стране, но, к сожалению, у наших соседей на Украине были ограничения избирательных прав граждан России. Как вы это оцениваете и чем может Россия ответить? Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм, а Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – это братский народ, я всегда об этом говорил, и мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив, мы сделаем все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома. Да, пожалуйста. Вчера в поздравлении председателя Си Цзиньпина вы выразили уверенность, что двусторонние отношения будут наполнены новым содержанием. Каким будет это новое содержание? Председатель Си Цзиньпин ставит перед собой, перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач. Есть некоторые вещи такого масштабного характера, например, идея председателя Си Цзиньпиня – это шелковый путь и экономическая составляющая шелкового пути. Вы знаете, что я сейчас не буду говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза, по строительству евразийского партнерства в широком смысле этого слова. Наши интересы здесь совпадают. У нас в этом смысле очень много конкретной совместной работы. И мы будем это делать. Китай наш стратегический партнер. Уровень отношений между Россией и Китаем беспрецедентно высокий. Мы этим очень дорожим. Мы поздравляем председателя Си Цзиньпиня с его переизбранием на новый срок в качестве председателя КНР. И выражаем уверенность, что под его руководством Китай, а с нашей стороны Россия, безусловно, будут делать все для того, чтобы наращивать российско-китайское взаимодействие. Ребят, спасибо большое. Давайте, девушки. Да. А скажите, пожалуйста, агентство ТАСС Вероника Романенко, когда стоит ждать изменений в правительстве? До инаугурации или уже после? Вообще-то все изменения в правительстве
должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. И думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации. Владимир Владимирович, РБК Наталья Галимова. Уточнение, коллеги вопрос. Определились ли вы уже с кандидатурой нового премьер-министра и может ли это быть Дмитрий Медведев снова? И второй вопрос. Есть ли у вас планы в течение вашего президентского срока нынешнего, нового, проводить какую-нибудь конституционную реформу, которая могла бы быть связана с перераспределением полномочий между ветвями власти, может быть, усилением Пока я никаких реформ не планирую конституционных. Что касается председателя правительства в целом, я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации. Вы предлагаете возвращаться на следующий срок в 2030 году? Владимир Владимирович, можно вопрос? А что вы думаете по поводу возвращения США на доктрину Монро в Латинской Америке? Еще раз. Возвращение США с доктрина Монро в Латинской Америке. Мы знаем о всей предыстории взаимоотношений Соединенных Штатов и Латинской Америки. Это сложные отношения, основанные, как правило, на канонерках и на определенном давлении политического, экономического характера. Но мне очень хочется надеяться на то, что у сегодняшней администрации есть возможность, и эта возможность будет реализована, построить отношения 21 века на основе равенства, уважения интересов друг друга. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения в мире между государствами на любых континентах, на всех континентах развивались бы позитивно, и из этого бы складывалась международная повестка дня. Завершающий. Я, Архипов Блумберг, хотел все-таки уточнить. Вы допускаете ли себе возможность снова возвращения в президентский срок в 2030 году? Если вы не меняете Конституцию. Послушайте меня. Понимаете, что еще 6 лет, но... Но мне кажется, что то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет, что ли, буду сидеть? Нет. Скажите, планируете ли вы проводить встречу с другими кандидатами на этот пост, Да, как вы планирую. Делали? И когда? Планирую. Не знаю, посмотрим сейчас. Администрация с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу. Всех? Всех. Спасибо всем. Да. В ближайшие 6 лет мы увидим нового Владимира Путина или прежнего? Все течет, все меняется. Спасибо большое. Мы все меняемся. До свидания.